Как же я счастлив, что решился превратить хобби в профессию с кредитной карты Тинькофф Platinum с лимитом до 700 тысяч рублей и льготным периодом до 120 дней. Оформите карту Тинькофф Platinum сейчас. Всем привет, друзья! Итак, в этом видео у меня будет невероятно, я бы даже сказал, безумно мощный компьютер, и все, что у него внутри, все это от одной компании MSI. Ну, почти все, только процессор и оперативная память иных брендов. Но вот все остальное прям мечта фанатов MSI. И хотелось бы сразу отметить, что все железо исключительно подбиралось для запуска самых тяжелых задач и запуска современных игр, и поэтому не ставилась цель и задача как-то, знаете, сэкономить. Но, тем не менее, все комплектующие подобраны осознанно и взвешенно, поэтому сразу берем самый мощный процессор i9 13900K и видяху RTX 4080. Да, это был сложный выбор, очень сложный, я понимаю, ну а что может быть сегодня более желанным, чем 13900K и 4080? У всех, кто хоть что-то понимает в железе с компьютером, это прямо вот заветная мечта. Да, я знаю, звучит банально, и если бюджет не является проблемой, то, конечно, 4080 это самая быстрая видеокарта после 4090, и тут сложно найти хоть что-то, с чем она бы не справилась. И в моем случае в этой сборке будет стоять топовая модель MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio. И если выделить ключевые отличия от прошлой серии 3000, например, там 3080 Ti от MSI, то, во-первых, у нас новая система охлаждения Trio Frozer 3 с вентиляторами Torx 5.0. Далее имеется медное никелированное основание плюс технология Airflow Control и дефлекторы второго поколения V-Carved. То есть с технической точки зрения сама конструкция и крупный радиатор и все эти новые технологии, я думаю, в сумме дадут нам температуру на 4080 не больше, чем 65-70 градусов. При том, что это топовая видеокарта, я напомню, и она быстрее, чем RTX 3090 Ti. Мы обязательно все это протестируем и замерим температуру, но от себя хотелось бы добавить, что крайне важное отличие между 30 и 40 серией RTX является обновленная версия DLSS 3.0 против прошлой второй версии. Это очень полезное новшество и дает почти нам плюс 80-90% прироста. Например, это происходит в Ведьмаке 3 с лучами или в Киберпанке. В основном видеокарта, конечно, топовая, и тестировать я буду ее только в 4К на ультра, потому что нет смысла даже проверять в 2К или там 2,5К ультрашироком формате 21:9. Все это без проблем потянет 4080. Но вот 4К это уже весьма актуальная тема в 2023. И, наверное, я увлекся сразу, начало видео с видеокарты, не знаю, мне просто интересно было сразу пощупать именно эту модель, это мои, то есть личные интересы насчет видеокарты, но, конечно, в этой сборке еще есть множество интересных деталей, и не менее важным здесь является это блок питания MPG A1000G PCI 5.0, и это первый блок питания на моем опыте с отдельным кабелем и коннектором для видеокарты 40 серии. До этого я, как и все люди, использовал те самые странные переходнички, если помните, это было печально, признаюсь. И вот теперь наконец-то появились блоки питания с нормальными проводами под эти специальные коннекторы. И так, конечно же, значительно лучше все именно визуально. Но есть одно но, друзья. Такие блоки стоят заметно дороже обычных, так что сами понимаете. Данный же блок способен выдержать общие скачки мощности величиной до 200% от номинальной и скачки энергопотребления видеокарты величиной до 300% от номинальной. Мощность блока питания, напомню, у нас 1000 Вт, и этой мощности будет вполне достаточно для данной сборки. Далее у нас идет материнская плата с мощным процессором i9 13900K. В нашем случае речь идет о материнке MAC Z790 Tomahawk Wi-Fi DDR4, обладающей мощной 18-фазной системой питания из 90A с силовым модулем SPS, которые отлично справляются с самым мощным процессором типа Intel 13900K. Также в наличии на борту у материнки современный порт PCI Express 5.0 и его пропускная способность интерфейса X16 до 128 ГБ в секунду, что вдвое превышает скорость предыдущего поколения 4.0. Также данная материнская плата поддерживает память DDR4 до 5333 МГц в режиме разгона OC. Еще я бы отметил сетевое решение, это поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2.5G Ethernet порт и целых 4 слота под M2 накопители. Одним словом, это отличная материнская
новинка с не менее отличным процессором, и чтобы охладить такой камень, нужно что? Правильно, серьезная система охлаждения. В нашем случае имеем дело с Mac Core Liquid C360. Это красочная система жидкостного охлаждения с адресуемой подсветкой. Плюс она имеет 3 вентилятора, которые создают мощный воздушный поток при низком уровне шума. Водянка способна эффективно охладить даже самые горячие процессоры, такие как 13900K. Что насчет накопителей, друзья, то у нас внутри стоит, значит, SSD на 1 терабайт под названием Spatium M470. Накопитель работает в режиме PCI Express Gen 4, который позволяет достичь очень высокой скорости чтения и записи данных до 5000 и 4400 мегабайтов в секунду. Соответственно, емкости на 1 терабайт более чем достаточно для обычного юзера. Ну а если вам нужно больше, то есть варианты и на 2 терабайта, это абсолютно без проблем. Выбор есть очень большой. Что еще у нас интересного внутри? Наверное, память оперативная у нас, значит, Kingston 32, оператива DDR4 на частоте 3600. Ну и все это установлено в корпусе MPG Velox 100R в формате Mid Tower. Данный корпус удачно смотрится в этой сборке, поскольку в нем без проблем поместился 360 мм радиатор на верхней панели, а также самое главное, видеокарта 40-й серии очень большая, тоже она влезла без проблем. Корпус имеет множество вентиляционных отверстий для эффективного охлаждения компонентов. Более того, в него можно установить до 7 системных вентиляторов, так что варианты имеются. В целом это все по железу. Теперь давайте наконец-то пройдемся и запустим игры в 4К с трассировкой. И начнем по традиции с мультиплеерных шутанов, например, это будет Rainbow 6. Что ж, на самых ультра настройках у нас, как видим, 4К более чем 240-270 кадров в секунду и местами почти 300. Мне кажется, это был чисто такой, знаете, символичный запуск. Мне просто хотелось вот понять примерно, сколько будет кадров именно в радуге, и особо тут как бы нечего, я думаю, комментировать. Слишком высокий запас кадров, я бы даже сказал, если у вас есть дома, имеется 4К монитор на 240 Гц за 150 тысяч, то, наверное, вам понравится такая новость на экране. Я же тестирую на обычном 4К телевизоре, что было именно в нативном 4К без апскейла, так что тоже неплохо смотрится на большом экране, то есть на этом телевизоре. Окей, друзья, едем далее. Теперь запустим третий Ведьмак с трассировкой плюс DLSS, построение кадров. И это то самое преимущество RTX 4080 перед 3000 серией. Даже в Ведьмаке в 4К на ультра с лучами примерно 75-90 FPS. Результат отличный, однако фрезы все еще как бы не пофиксили разработчики. И даже на очень мощном железе есть как бы статор, и поэтому видно на экране микрофрезы. Это не имеет никакого отношения к видеокарте или там к процессору. Тут прилично все в этом плане, а вот провести работу над обновлением или сделать патч, который уберет эти фрезы, конечно же, стоит разработчикам. Что насчет температуры видяхи и процессора, то она весьма ожидаемая, и я примерно такую температуру и назвал в начале видео, что она будет так приблизительно 55-60 на процессоре и 65-70 на видеокарте, и с точки зрения мощности комплектующих это считается комфортной температурой с большим запасом. При этом шум от корпуса слышен на уровне, я думаю, ну примерно ниже среднего. Очень тихо работает видеокарта и водянка с корпусом, так что в этом плане, то есть в плане шума все абсолютно нормально, и я бы даже сказал замечательно. Что ж, друзья, идем далее. В конце давайте запустим еще, конечно же, это Киберпанк. Итак, повторяем все настройки на ультра с трассировкой и DLSS в режиме баланс в 4К. И данная сборка выжимает у нас стабильные 60-65 кадров. Да, можно было, конечно, получить и 70, и 80, просто переключив DLSS в режим производительность. Но, как по мне, и 60 это вполне нормальный, достойный фреймрейт. Что насчет температуры, то она такая же и осталась 55-60 на процессоре и 68, возможно, 70 на видеокарте. То есть в этом плане все стабильно и можно спокойно пройти Киберпанк на ультра с лучами 4К. Единственное, что нужно, это, конечно же, денежки на такую сборку. И судя по ценам, такой компьютер обойдется сегодня зрителям примерно 220-240 тысяч рублей, что по курсу, ну, порядка $3000. Так что вот такая цена, друзья, за стабильные 60 FPS на ультра в 4К в Киберпанке. И это еще с учетом, что видеокарты подешевели в 2022. Вот, я понимаю прекрасно,
ясно, что не все могут позволить себе такой компьютер, и поэтому есть YouTube каналы вроде моего, на котором и можно хотя бы посмотреть, не знаю, там помечтать и прикинуть, что получится, если вы соберете такого монстра в 2023. Обычный такой себе банальный интерес. Это абсолютно нормально. Что ж, на этом видео уже, друзья, будем, наверное, заканчивать. Я всем желаю своим зрителям в ближайшем будущем купить такой компьютер. Конечно, если у вас получится. Если интересно вам почитать про железо в этой сборке, я оставлю ссылочки в описании под этим видео. Переходите, изучайте, смотрите. Я желаю вам всем не болеть, и это самое важное. Увидимся с вами уже скоро на канале. Всем удачи и пока-пока.